Основные приемы пикапа. Быстрое соблазнение, так называемый фаст. Мы продолжаем погружение в понимание того, что пикаперы делают с нами. Самый частый вопрос, который я получаю, звучит так. Как женщина самых строгих правил оказывается в постели с мужчиной спустя несколько часов с начала общения? Ответ вы получите в этом видео. В прошлом видео «Почему пикап работает» мы говорили о включении. Это важный момент для понимания происходящего в дальнейшем. В целом пикап делится на следующие этапы. Найти, познакомиться, привлечь, сблизиться, секс-отношения. Всего 6. На каждом из них применяются специальные техники для достижения нужного результата. Цели у пикаперов бывают разные, но техники для реализации задуманного одинаковые. Найти. Полагаю, что с этой частью все понятно. Тот короткий момент, когда пикапер увидел жертву в толпе, сидящую за столиком в ресторане, танцующую в ночном клубе или покупающую продукты в супермаркете, а еще аватарку в социальных сетях, место значения не имеет. Познакомиться. Он смотрит в глаза и в течение 3 секунд и заговаривает с девушкой. Почему? Потому что есть правило 3 секунд, гласящее: есть 3 секунды, чтобы подойти, и 15, чтобы познакомиться. Пикаперы глаголят о том, что в течение этого короткого времени девушка на уровне бессознательного воспринимает такого мужчину как решительного. Оспаривать такое утверждение не стану. Может, в этом что-то и есть. Важно понять другое. Знакомство происходит стремительно, и начинается оно с открывашки. В нашем случае открывашка – это не полезный в хозяйстве инструмент, а фраза, открывающая процесс общения. Как вы считаете, что должен сказать интересный молодой человек симпатичной девушке при знакомстве на улице, чтобы не получить отказ? «Извините, девушка, вашей маме нужен зять?» «Девушка, вы не подскажете, как мне пройти к вашему сердцу?» «Девушка, а угадайте, как вас зовут?» «Девушка, давайте поспорим с вами на $100, что я вас сейчас спрошу, как вас зовут, а вы откажетесь». Или нечто более экстравагантное. «Твой отец случайно не хлеб?» На вопрос «в смысле?» получаешь ответ: «Ну ты такая крошка». Я лично смеялась до слез. Но думаю, что на студенток это точно сработает. Следующий шаг – начать разговор. «А почему тут сегодня так мало людей? Что делает такая девушка в таком месте? Девушка, а можно мне с вами пройтись? А то ко мне всякие пристают. Документы спрашивают. Вокруг столько людей, а мы с тобой одни. Видишь того мужика? Он следит за нами. Пошли быстрее. Гляди, мы смотрим в одну сторону. У нас много общего. Например, вот этот воздух. Ты заметила, что когда я к тебе подошел, у тебя участилось дыхание?» Дальше следует пару комплиментов, и он ретируется, сославшись на дефицит времени. Правило гласит: уходить нужно на пике эмоций. Поэтому исчезает, прихватив телефон с договоренностью созвониться. Если девушка очень заинтересовала, перезванивает быстро, иногда даже через минуту. Мне, кстати, этот прием нравится. Только попрощались, а он уже звонит. Приятно. А главное, неординарно. Мы же любим неординарных парней. Но так происходит, если встреча на улице, а у пикапера нет доступа к потоку женщин. Но не все пикаперы по своему роду деятельности компьютерщики. Существует огромный список профессий, в которых женщины приходят сами. Это актеры, адвокаты, певцы, фотографы, парикмахеры, врачи, шоу-бизнес и многое другое. В конце концов, он может оказаться добрым знакомым именинника на дне рождения. В таких случаях пикапер пропускает найти и познакомиться и сразу переходит к следующему этапу – привлечь. Естественно, что на этапе познакомиться и привлечь включены все пункты, рассказанные в видео «Почему пикап работает». То есть пикапер предстает перед нами в костюмчике альфа, расслабленная осанка, бархатный голос, читающий стихи или показывающий фокусы, иногда и то, и это, с долгим пронзительным взглядом и обязательно с чувством юмора. В этой части в ход идут рутины. Рутина – это домашняя заготовка на тему, о чем говорить с женщиной. То есть на самом деле шутки, стихи, интересные истории – это одна и та же концертная программа, которую он отрабатывал с разными женщинами многократно. Вот, например, одна из моих любимых. Он. Загадай число от 1 до 4. Только не говори мне, его загадала? Девушка. Да. Он. Теперь в своем воображении нарисуй его на черной доске белым мелом. Нарисовала? Девушка. Да. Теперь дай мне свою руку. Девушка дает руку. Ты загадала 3. Девушка. Да. Он. Теперь загадай число от 1 до 10. И также нарисуй его в своем воображении. Девушка загадала. Ты загадала 7. Девушка. Как ты угадал?
Ты знаешь, когда люди похожи на каком-то эмоциональном уровне, они могут чувствовать друг друга, понимать лучше. Если девушка загадала другое число, девушка отвечает: нет, я загадала не 3, а 7, он. Ты проиграла, девушка. Почему? Хорошо, поощрительный приз. Целуем щечку, губку, трогаем, все что угодно. Обратите внимание, абсолютно неважно, угадала или нет, но при этом он уже держит за руку, незаметно для девушки он уже стал ближе. В интернете можно найти сотни рутин. Если есть время и желание, можете перечитать. Но, на мой взгляд, важнее понять алгоритм действий. Все его действия направлены на создание впечатления неординарности, уникальности и внедрение в мозг программы, что он альфа. При этом профессиональные пикаперы, мастера на этапе «привлечь» активно демонстрируют незаинтересованность. Что происходит с нами в этот момент? Он такой альфа, наши кнопки включились, а он на нас еще и не реагирует. Это ловушка для всех красивых и успешных женщин. На меня все смотрят, ко мне все подходят, я такая востребованная, а тут 0 реакции, непорядок. И мы сами инициируем знакомство или встречу. После того, как женщину включила, и он ее привлек, наступает следующий этап – сближение. Логично, что первое свидание также является частью этого этапа. Если знакомство произошло на улице, то привлечь и сближение происходит на первом свидании. Этап сближения – самый захватывающий этап, потому что именно в нем прожженный пикапер определяет уровень интереса к жертве. И именно на этом этапе происходит фаст – секс в первый вечер знакомства или свидания. Или не происходит, и тогда сближение затягивается на несколько встреч. Начнем с первого свидания, которое практически каждый пикапер попытается превратить в фаст, а мастер так иного сценария не представляет. Место практически всегда они выбирают самостоятельно. На это есть несколько причин – бюджет и комфорт. Далее. Как правило, начинается общение с девушкой с неожиданного вопроса. Вы случайно не в библиотеке работаете или вы случайно не учитель йоги? Для чего? На самом деле он это делает, чтобы определить ведущую систему восприятия, которая ему нужна, чтобы осуществить подстройку, ввести в транс и вмонтировать в бессознательное необходимое внушение. Что такое система восприятия? Если отвлечься от заумных определений, то система представлений – это способ восприятия человеком всего происходящего вокруг. Общепризнано, что имеется 3 системы представлений, 3 способа восприятия человеком окружающего мира. Визуальное – восприятие мира посредством зрения и визуальных образов. Аудиальное – восприятие посредством слуха и аудиальных впечатлений. Кинестетическое – восприятие посредством телесных ощущений, таких как осязание. В последнее время выделяют еще 4-ю – дискретная. Информация воспринимается через логическое осмысление информации, полученной по всем 3 общепринятым системам. Такая категория встречается редко. Каждый человек, независимо от пола, владеет всеми 3 системами, но использует с максимальной нагрузкой одну. Система, которой отдается предпочтение, называется основной. Определить ее можно внимательно, вслушиваясь в то, что говорит человек. Каждая система имеет список слов, сигнализирующих о принадлежности к одной из них. Визуальное – видеть, аудиальное – слышать, кинестетическое – почувствовать, дискретное – понимать, анализировать. Итак, основная система восприятия – это та система, которой человек пользуется наиболее часто. Кроме основной существует ведущая система восприятия. Она отражает деятельность мозга в данный момент, в ситуации здесь и сейчас. Поэтому это самый быстрый способ ускорить процесс сближения – заговорить на твоем языке. Ведущая система обычно совпадает с основной, первичной системой восприятия человека. Зачем пикаперу грузиться основной системой, если можно узнать ведущую? Поэтому он задает свой заготовленный, неожиданный вопрос. Когда ты в последний раз была в лесу? И внимательно следит за движением глаз. Определить очень легко. Если женщина смотрит вертикально вверх, в левый верхний угол, правый верхний угол, то система визуальная. По горизонтали или в левый нижний угол – аудиальная. Взгляд, направленный в нижний правый угол, говорит о том, что человек устанавливает контакт со своими чувствами и ощущениями – кинестетическая. Причем, если у него в разработке только одна жертва, то он спрашивает единожды. Если же нет, неожиданный вопрос будет звучать каждый раз в начале встречи. Нелегко запомнить, женщин много, он один.
Далее профессионал начинает использовать слова, которые относятся к твоей системе восприятия, словесные ключи доступа. Проще говоря, свой рассказ, как он съездил на море, он преподнесет по-разному. «Я был на Лазурном море, золотой песок, яркое солнце, живописные горы», опишет для визуала. Горячий песочек, теплые ласковые волны, морской воздух, вдыхаемый полной грудью, нагретое солнцем тело будет рассказывать для кинестета. Громкие крики чаек, шум разбивающихся о скалы волн, шелест травы прозвучит для аудиала. Уже только от этого приема ты ощущаешь близость. Но это начало. К этому добавляется техника отзеркаливания. Он копирует позу, высоту голоса, движение, частоту дыхания, конкретные слова. В дополнение пристальный взгляд, визуальный контакт и спустя короткое время с помощью одной из своих рутин тактильный. Потом он начинает проверять, получилась ли подстройка. Он меняет свою позу, ты следуешь за ним. Он тебя ведет, значит, ты готова к внушениям. Способов внушений немало. Прямое внушение на принципе отрицания, составное внушение с отложенным исполнением, импликация, контекстуальное внушение, скрытое вербальное внушение с помощью цитирования. Теперь о том, что происходит с девушкой. Ты пришла на свидание. Необычный вопрос, он такой неординарный парень. Вы зашли в ресторан или кафе, расположились за столиком. Ты видишь людей, слышишь звуки, он рассказывает истории, шутит, делает комплименты много и часто. И тут бац! Ты не видишь окружающей обстановки. Звуки тоже испарились, только он и взгляд. При этом чувство глубокого единства. У вас столько общего. Интересно то, что на следующий день ты не можешь в подробностях воспроизвести ваш разговор. Только помнишь, что было весело и интересно. Почему не помнишь? Вот это уже важно. Потому что в этот момент происходит внушение. А вот какое оно зависит от того, кто его делает и каким способом. Например, он прочитал тебе стих или процитировал кого-то из великих и сделал это с чувством, с толком, с расстановкой. Вроде бы ничего такого, но в стихе или цитате выделена фраза, которая стала внушением. И поверьте мне на слово, лучшее из них мы с тобой опять будем заниматься сексом. Теперь поговорим о комплиментах. Не поверишь, но это один из самых простых способов манипуляции. Когда нам делают комплименты, наше бессознательное соглашается, и чем чаще оно соглашается с его словами, тем быстрее мы соглашаемся на секс на первом свидании. На этапе сближения он делает их часто и неординарно. Почему? Комплимент – это инструмент повышения заинтересованности в нем, поэтому они должны быть такими, каких никто не делал. Ты мамонт. А знаешь почему? Потому что такие идеальные девушки, как ты, уже давно вымерли. Ты точно инопланетянка, я таких еще не видел. Я тебе говорил, что у тебя редкой красоты глаза, волосы, осанка, улыбка. Никогда таких не видел. Алгоритм следующий. Взгляд на предмет комплимента в течение 2 секунд. Пауза 2 секунды. Произнесение своего комплимента. Прикосновение. Кроме этого, профессиональные пикаперы строят свои комплименты по правилу ПТМН. Почему ты мне нравишься? Ты очень уверенная, мне нравится это в девушках. Как ты стала такой? Мне нравятся смелые девушки. Красивых много, а вот умных и красивых меня это удивляет. Мне нравится, что ты понимаешь меня, как никто другой. Мне нравится, что ты интересуешься тем, о чем я думаю. Уловили, в чем суть? Ему нравятся те качества, которые важны для него. Делая комплимент, он уже показывает, что он приз, и что ты должна делать, чтобы быть с ним. Хорошенько промыв жертве мозги, пикапер переходит к стратегии смены мест. Он предлагает прогуляться. Стратегия гласит провести девушку по 3 местам за вечер. Свидание началось в спокойном месте, там, где можно поговорить. Для чего, понятно. 2 место – это, как правило, прогулка. 3 – это будет лаунж-бар или кальянная, где говорить сложно, зато легко трогать и смотреть в глаза. Почему 3? Потому что у большинства девушек есть правило 3 свиданий. Никакого секса без 3 свиданий. Но у большинства девушек правило не уточняет, что это должно быть в разные дни. Поэтому подсознание отпускает эту мысль, как только сменяются 3 точки дислокации. И неважно, за 1 вечер или за 2 часа. Если пикапер все сделал правильно, то к этому моменту у тебя чувство, что вы знакомы всю жизнь. Следующий шаг. Он уводит вместо секса к себе или к тебе домой. Вы приехали к тебе домой после такого приятного общения, поболтали, и вроде уже ему пора домой, но неожиданно он говорит: «Почеши мне спинку, дорогая, я поеду». Дальше он дает до себя дотронуться и уверенно заявляет: секса не будет. Далее происходит секс.
Кстати, не всегда пикаперы исчезают после фаста. Если девушка зацепила, то он перезвонит и пригласит на обычное свидание. У пикапера есть способы отслеживания реакции жертвы на применение техник. Если ты не демонстрируешь высокую заинтересованность в его персоне, он не смог осуществить полную подстройку, вечер закончится после первого ресторана в течение часа. Правило гласит, расставаться нужно на пике эмоций. Но если девушка понравилась, то сближение превратится в классическую трехсвиданку. Фаст не произошел, а девушка заинтересовала. Но затягивать процесс соблазнения пикапер не намерен. Не зря же он техники изучал. Поэтому на следующей встрече он усиливает свой образ альфа. Для этого в арсенале есть несколько техник. Минус-плюс или нек, ближе-дальше, иногда крышеснос, чтобы произвести впечатление. Ближе-дальше в начале – это такая своеобразная игра в кошки-мышки. С одной стороны, он полностью открыт, с другой – не до конца. До секса он делает максимальное ближе, вовремя приходит навстречу, читает стихи, шутит, такой себе идеальный мужчина. Главная задача – показать свой кругозор и неординарность. При этом постоянно звучат истории из его уст, повышающее статус. В то же время применяется легкое дальше. Он не звонит часто, не пишет десятки смс в день, не объясняет, где он и с кем. Он же крутой альфа. К этому приему он подключает технику минус-плюс. Плюс – это позитивный комплимент, негативный комплимент – минус. То есть минус-плюс – это комплимент, который включает позитивную эмоцию и негативную. Понятно, что если бы применял только минус, этим бы и закончилось. Поэтому за минусом всегда следует плюс, причем плюс должен быть больше минуса, и говорят их обязательно в шутливом тоне. Мне очень нравится твое платье, так стройнит. Ты такая милая, когда не перебиваешь. Зачем носить длинное платье, когда у тебя такие красивые ноги? Женщина не обижается, но чувствует себя уже не так уверенно. В пикапе минус-плюс или нек применяют для ложной самодисквалификации женщины. Задача негативных комплиментов – понизить самооценку женщины, таким образом сделать более уязвимой для техник пикапа и продемонстрировать свой более высокий ранговый статус. Завуалированность этого понижения не дает возможности распознать этот прием сразу, если вы не знаете о нем. Подумай, что в нашу бабскую психику встроено. Нам практически хамят, а наше бессознательное сообщает: он крутой альфа, раз может себе позволить такое в отношении меня. При этом пикапер способен использовать крышесносы, сделать нечто неожиданное, выходящее за рамки общепринятых норм, чтобы поразить и удивить. Например, пробежаться по автомобилю или станцевать там, где танцевать не принято. Кстати, крышеснос – это быстрый ввод в транс, и после него он еще что-нибудь может внушить. На самом деле вся стратегия сводится к следующему – поднять себя и попустить жертву. И как только ему удастся это сделать, происходит секс. Как правило, мастера редко доходят до третьего свидания. Это или фаст, или второе. Женщины, способные выдержать эти техники более 3 свиданий, скорее исключение, чем правило. Что же происходит на этапе секс? Мы говорили в видео «Манипуляция интимом». Обязательно посмотрите его. После того, как секс произошел, пикапер или переводит отношения в дружбу, или наступает этап отношений. Напоследок скажу, если герой вашей истории исчез после секса, радуйтесь. Потому что если он остался, это начало ада под названием «Отношения с пикапером» с обязательным применением всех способов в манипуляции. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, потому что только знания уберегут вас от пикапа.